Итак, троечки, привет. Второй расклад, третий вариант, и у вас расклад. Твой страх успеха. Что ты потеряешь, если все получится? И давай, знаешь, в долгий ящик откладывать не будем, посмотрим, откуда это все пошло, как проработать, и для тех, кто в проживании арканов, скажу, в каком аркане прорабатывать. Итак, все в закрепленном комментарии. Давайте начнем. Итак, троечки. Я думаю, тут даже трактовать не нужно. Первый вопрос у нас. Тайный страх успеха, что ты потеряешь, если все получится. А ты же не самого успеха боишься по картам-то, а того, что придется распрощаться с этой ролью уютной неудачницы, которую ты вот так привычно носишь, как вот, как сказать, как свитер любимый с дыркой. Вот повешенный — это ты. Висишь вниз головой, вид делаешь, что так и надо. Так даже не надо, так даже модно. Когда на самом деле просто тебе страшно перевернуться и посмотреть в глаза реальности. А семерка кубков — это твои фантазии про то типа: «А вдруг я не потяну? А вдруг от меня все отвернутся? А вдруг я не справлюсь? А вдруг это не мое? Ой, точно не мое!» Это когда ты уже сама себя уговоришь. И ты вот это все лелеешь, как камешки драгоценные. Потому что они тебя спасают от вот этой необходимости прыгать в неизвестность. Понимаешь? Успех для тебя — это не про машины и квартиры, нет, а про то, что придется признать, что ты не ребенок, за которого все решают другие, а взрослая женщина, которая должна сама отвечать за свою жизнь, взять ответственность в свои руки за свою жизнь. А это страшно, потому что тогда некому будет, как говорится, винить в своих провалах некого. Ни родители, ни обстоятельства, ни судьбу злодейку, ни жизнь, ни мужика и так далее. Ты потеряешь право на жалость к себе, на вот эту сладкую роль жертвы, которой так комфортно жить, что вот никто не ждет же от жертвы ничего, кроме нытья. А значит, можно ничего не делать, ничего не менять, сидеть в говне, извини меня за выражение, ничего не предпринимать, свои дела не заводить, потому что это не мое. Успех, он лишит тебя вот этого укрытия. И придется взять ответственность за такую свою жизнь. И хуже всего то, что ты потеряешь право на мечты, которые никогда не воплощаются у тебя в реальность. У тебя же как? Я придумала, я нафантазировал, но я этого делать не буду, потому что надо жопу поднимать. А ведь если действовать начнешь, то, как сказать, твои вот эти сладкие грезы перестанут быть сладкими грезами и превратятся в суровую повседневность. С этими дедлайнами, ошибками, разочарованиями. А кто виноват? Ты, наверное, даже мои расклады ненавидишь. Тебе они противны, потому что в каждом раскладе не кто-то там виноват, а ты. А ты же привыкла жить в мире, где вот все возможно, но ничего не обязательно делать. Это родители виноваты, это муж виноват, это подруга плохая. Это все плохие, весь мир против тебя. Откуда началось? Ну, это из детства началось. Где тебя научили, что быть успешной — это опасно. Это, знаешь, вот ты вот всегда слышала: не высовывайся. Потому что успех привлекает зависть, а зависть — это больно. И луна — это тут не просто туман. Это вот воспоминание о том, как у тебя в семье относились к тем, кто вот, как говорится, вперед вырывался. Вот как сказать, вот
Вот у меня в голове выйти из строя, да, и никто не выходит. Вот, у тебя стой в строю и ничего не делай. У тебя какая-нибудь тетка получила повышение на работе, а бабушка сказала, да? Ну вот, теперь она нос задирать будет. Или там мальчишка какой-нибудь соседский, там олимпиаду выиграл, велосипед ему купили, а родители говорили там за уши: ой, он о себе столько возомнил, на шею еще сядет всем. И вот тебе с детства вбили в голову, что успех — это не радость, а это мишень на спине. Что если ты будешь слишком заметна, тебя обязательно укусит, и ты это видела на примере своих близких. У мальчика есть шоколадка, ни у кого во дворе больше нет, он говнюк, он жмот, он еще кто-то там. И вот везде ты вот это видела, как обсуждали тех, кто вышел из строя. Я вот не знаю, как по-другому сказать. Кто выделяется, вот так скажем. А вот двойка жезлов — это тот момент, когда ты впервые столкнулась с выбором. Рискнуть и попробовать или в тени остаться, где безопасно, уютно, никто не обсуждает, никто не завидует. Тебе в школе тоже предложили поучаствовать там в каком-то конкурсе, да? И ты так хотела, но потом ты услышала, что вот одноклассницы шептались типа: ну посмотрим, да, как она выступит. И ты тогда просто отказалась от всего не потому, что там выступать не умела, да, а потому что не хотела стать той, на которого пальцем показывать будут. И ты усвоила у себя на подкорке, да, вот это правило. Лучше быть незаметной серой мышкой, чем оказаться в такой ситуации, где тебя, как говорится, и осудить могут, или позавидовать могут. И ты научилась прятаться за вот этими иллюзиями, типа вот когда-нибудь, когда там придет время. То есть за мечтами, которые никогда у тебя не сбываются, потому что сбывшиеся мечты — это ответственность, а ответственность — это страшно. И у тебя в итоге мечты равно страшно. Как это проработать? Те, кто в проживании арканов, это в шуте. В шуте, и если это касается также женственности, да, например, там помада у тебя красная, чего ты такая красивая, да, и ты одеваешься как серая мышка в свои джинсы, то это еще и императрица. Ну и в дьяволе, я думаю, немножко, потому что себя полюбить нужно. По картам как проработать? Ну, знаешь, тут один способ. Начать делать маленькие шаги, как я всегда говорю, которые будут выводить тебя из той болотистой зоны комфорта, где ты прячешься за своими страхами. Вот смотри, я тебе расскажу, какая у меня картинка в голове. Вот представь болото такое булькающееся, да? Помнишь мультик я водяной», помнишь? Не поговорил бы кто со мной. Вот это вот болото, только без этого водяного, там ты сидишь. И вот такие вот эти кочки. И вот эти кочки — это твои страхи, за которыми ты прячешься. А королева жезлов — это ты. Но не та, которая боится и за этими кочками и лягушками прячется, а та, которая берет жизнь вот даже не в руки, а за глотку и говорит: а моя очередь жить. А вот семерка жезлов — это не просто борьба, это необходимость. Это необходимость научиться свое право на успех отстаивать. Даже если кто-то будет пытаться тебя сбить, смеяться над собой. Смеются вот кто? Те, кто завидуют. Вот запомни одно: над тобой смеются те, или могут смеяться те, кто будет завидовать. Кто? Вот это как хейтеры. Если над тобой смеются, значит, они признают, что ты лучше их. Понимаешь? А они сами-то ничего делать не будут. Жопа приросла. Соответственно, что будут? Хейтить, смеяться, сбить тебя пытаться. Вот начни с того, чтобы перестать оправдываться за свою жизнь и за свои желания. Например,
Хочешь работу, да, какую-нибудь необычную, да, там, например, не просто продавцом в пятерочке, а ты хочешь вот быть там в какой-нибудь крупной компании заместителем директора. Скажи об этом вслух. Начать свое дело хочешь, запишись на курс, не ищи отмазок. Не ищи, у тебя вся жизнь это отмазки, это не мое, это мне не дано, я это не смогу. Все ты сможешь. Это знаешь, как вот ко мне обращаются 30-летние девушки, да, которые, как сказать, не могут, например, Телеграм, да, привязать там на Бусти. Ну, там просто одну кнопочку нажать. Но есть была бабушка, еще раз повторяю, да, мне эта бабушка прям очень, я вот ее обожаю, 86 лет. Сама привязала, сама все сделала, сидела, мучилась, но сама даже мне не написала. Понимаешь? Это не зависит, это вот знаешь, это скидывание ответственности за собственную жизнь. Ты свое дело хочешь, тебе сейчас 50-60 лет, а ты там с детства, да, хотела что-то такое, да, кафе свое открыть, мороженое там свое, ну, кафе-мороженое я имею в виду. И что ты исполнила, живем один раз, следующая жизнь будет, да, может быть, ты переродишься, может, ты там молодая душа и так далее и тому подобное, но ты-то эту жизнь помнить не будешь, там ты будешь как новый человек. Поэтому чего бояться? Понимаешь? И хочешь начать свое дело в маге, ну, я имею в виду, если ты проживаешь арканы, то это в маге. Пожалуйста, после проработанного шута ты в мага зайдешь, у тебя прям вот с легкостью на душе ты будешь творить, делать и так далее. А ты что делаешь? Ищешь отмазки для всей своей жизни. Для каждого своего желания ты ищешь отмазку. Я не смогу, я не потяну, это не мое, это бабы Вали. Бояться будешь? Да, конечно, будешь. Но страх– это не сигнал «стоп». Это сигнал, что пора вперед. Потому что только так ты, вот можно понять, что действительно на что-то способна, а не просто скинуть ответственность. Вот с малого начни. Возьми на себя задачу, которая там раньше тебе казалась там не твое, да, вот в проживание арканов пойди. Слабо пройти хотя бы старше. Нет, ты сбежала из шута, еще сбежал. Не потянула, потому что это не твое. Возьми задачу, которая тебе кажется не по твоим силам, и доведи ее до конца хоть раз в жизни. Скажешь, я доводила много до конца, я же работаю продавцом. И? А почему ты там не директор магазина, да, если тебе 50-60 лет? Если ты директор магазина, то почему у тебя своего нет? Ты же мечтала. Не отступай никогда. Жизнь– это постоянный рост. Зависла в одной точке– все. Значит, возродишься еще раз, а ты хочешь сюда еще раз? Вот я нет, честно. Понимаешь, я не хочу заново возрождаться. Если помру, я хочу отработать это все. Кое-кого довести до конца проживания. И вот забирайте меня 7, да? Он Кани я хочу. Понимаешь, нельзя зависать в одной точке. Нельзя сидеть и ныть. И не отступай, когда возьмешь эту задачу. Даже если страшно будет, даже если захочется все бросить. Мне каждый день хочется бросить сюда что-то выкладывать. Но я знаю, что мне потом опять сюда возвращаться. Я не хочу. Я что, совсем дурачок, что ли? Как говорил Майкл Ньютон по поводу... Ой, заговорился, извини. Вот как у Майкла Ньютона говорили. Что ты не проработаешь, опять сюда возвращаешься. И если есть ад, то это вот как раз земля. Вот тебе здесь легко и просто? Нет. Ты же не создана для того, чтобы страдать.
Но ты создана для уроков, чтобы прорабатывать, чтобы на месте не сидеть. Чтобы не сидеть, вот, как сказать, на автопилоте жизнь проживать, рутина, да? Сделай что-нибудь, чтобы не было рутины. Хочешь мужика, сделай что-нибудь, чтобы он появился. Не нравится там, например, там глупые мужики, так найди умного. А чтобы умного найти, самой нужно быть не дурочкой. Понимаешь? И вот возьми за одну задачу, которая тебе, ну, не мое, да, возьми, доведи до конца. И вот даже если захочется тебе все бросить и вернуться к твоему привычному «я не готова, это не мое», сразу отвечаю тебе: ты готова, это твое. Ты просто боишься признать это самой себе, потому что тогда придется действовать. А действовать: «Ты чё, дед, я же занята, я же там, сериал у меня сейчас будет скоро. Тебя быстренько посмотрю, ничего на ус в одно ухо влетело, из другого вылетело. Пойду смотреть сериал турецкий, там, где...» Ой, не могу. И перестань себя окружать людьми, которые обесценивают твои достижения. Потому что ты это делаешь. Ты же заслужила успех так же, как и любой там олигарх. Любого придумай, там Илон Маск, Билл Гейтс, президент любой страны. Они же добились, они просто не сидели на месте. У тебя, у каждого человека одинаковые возможности. У каждого. Но одни сидят, сериал смотрят, а другие работают 24/7, чтобы потом, и то они не останавливаются. Он возьми Илона Маска, да, возьми, Теслу, у него денег, наверное, на весь его род на 1000 лет вперед хватит. Он богатый самый человек, но он не сидит, он то этот, как его, какие там спутники, космонавты и так далее. Он все равно не останавливается. У него, наверное, там куча миллиардов долларов, если не триллионы, да? Он самый богатый человек на планете. Так ему бы вот жить, да, кофе попивать и смотреть на закат где-нибудь на собственном острове. Так нет же. Он не остановился, даже когда у него там куча миллиардов долларов. А ты остановилась, у тебя зарплата максимум там $500, да? А ты уже остановился. Вот он не останавливается, а ты остановилась. А у вас эти возможности одинаковые. Понимаешь? Ты заслужила успех. Так же, как и все остальные люди на планете. И у всех одинаковые возможности. Но кто-то эти возможности использует, а кто-то это ты. Так научись принимать там решения, возьми свою жизнь в собственные руки. Комплименты научись принимать. Ты даже комплименты, ой, да ладно, ты отмахиваешься от них. Научись собой гордиться в первую очередь. Даже если кто-то будет шипеть за спиной, пусть хоть облюются, не твои-то проблемы, это их проблемы. Хейтеров ты боишься. Так хейтеры — это те люди, которые признают, что ты выше их, потому что кто ниже их, они на них даже внимания не обращают. Чувствуешь, к чему я клоню? И ты не обязана всем нравиться. И это нормально. Понимаешь? Главное в этой жизни — нравиться самой себе, и чтобы твои поступки нравились тебе. И успех — это не про то, чтобы всем доказать чего-то там, а про то, чтобы доказать самой себе, что ты можешь быть счастливой, несмотря ни на кого. Смотря только на себя. На себя посмотрела — я молодец, я счастлива. Вот оно. А ты что делаешь? Приходи в проживание арканов, хотя бы старший пройди. Слабо? Или сериал. Пойди посмотри. Турецкий. Он сейчас вот после расклада ты на него переключишься.